В этом видео мы рассмотрим, почему кружится голова, выясним основные причины головокружения и как его лечить. Как всегда, самое интересное будет в конце ролика. Отдельное спасибо всем, кто ставит лайки и пишет простые слова благодарности в комментариях. Подпишитесь на канал, чтобы не потерять это полезное видео, и мы начнем. Вокруг темы головокружения существует множество мифов. Например, считается, что самой частой его причиной являются повреждения шейного отдела позвоночника, а именно воздушная грыжа диска или заболевание мозга. Отчасти это правда, но на самом деле на первом месте по причине головокружения стоят побочные действия различных лекарств. Очень часто в различных видео я поднимаю этот вопрос. Побочные эффекты различных таблеток от повышенного давления, холестерина, а также некоторых женских гормонов – это самая частая причина головокружения на сегодняшний день. Поэтому, если вы страдаете от головокружения, первым делом проверьте аннотации к таблеткам, которые вы принимаете. Во многих случаях приходится менять таблетки, и головокружение исчезает. Вторая по частоте причина головокружения – это действительно повреждение шейного отдела позвоночника, но не грыжи, а стойкие повреждения. Если бы это была грыжа диска в шее, то помимо головокружения возникли бы сильные боли, особенно в шее и руках. Важно помнить, что головокружение может быть следствием не только физических проблем, но и побочных эффектов лекарств. Поэтому в первую очередь, если вы сталкиваетесь с этой проблемой, обратитесь к врачу, чтобы выяснить истинную причину и разработать эффективный план лечения. В данной ситуации некоторые повреждения действительно могут вызывать головокружение. Эта тема сейчас очень популярна, особенно в контексте смещения верхних шейных позвонков, известного как смещение фантом. Как понять, связано ли головокружение с повреждением шеи? Во-первых, при любом повреждении шеи, приводящем к головокружению, обычно сопровождается болью в затылке или под ним. Важно отметить, что при повороте головы боковое головокружение усиливается. Простой тест: поверните голову в сторону, и если головокружение усиливается, возможно, оно вызвано повреждением шеи. Поверните голову в другую сторону, и если головокружение не усиливается, то возможна другая причина. Известные причины головокружений включают повреждение мозга, инсульт, травма, опухоли, но это является редким явлением. Третья причина головокружения – это стрессовое головокружение. Это массовое явление, возникающее на фоне стрессов, переутомления, сильной усталости и даже депрессии. Некоторые эмоции, как описано в книге «Причина твоей болезни», могут привести к головокружению, особенно страхи, которые долго присутствуют в жизни человека. Также метания между решениями, связанными с выбором в жизни, могут вызывать головокружение. Важно понимать, что головокружение может быть следствием не только физических проблем, но и психологических факторов. В случае столкновения с этой проблемой рекомендуется обратиться к врачу, чтобы выяснить истинную причину и разработать эффективный план лечения. Это я не раз наблюдал и выяснял в беседах со своими пациентами. Еще одна частая причина головокружения, о которой многие не знают, это повреждение слухового нерва, а именно внутреннего уха. Это явление называется периферическим головокружением и обусловлено повреждением вестибулярного нерва. Не каждое головокружение, как я уже упоминал, связано с поражением мозга или шеи. Повреждения лор-органов также могут привести к головокружению. Важно отметить, что некоторые диетические практики, такие как вегетарианство, могут вызывать головокружение из-за недостатка витаминов группы В и других условий. Голодание и низкоуглеводные диеты также могут спровоцировать головокружение, особенно при падении уровня глюкозы в крови. У женщин головокружение может возникать во время критических дней, беременности и даже в период менопаузы. Воспаление уха при отите также может стать причиной головокружения, а также оно может возникнуть во время простудных заболеваний или гриппа. Понимание всех этих возможных причин головокружения может быть сложным, и в таких случаях важно обращаться к врачам. При долговременном головокружении рекомендуется консультация с неврологом,
который проведет специальные тесты и, важнейшее, направит на магнитно-резонансную томографию головного мозга для исключения серьезных повреждений. Второе, что необходимо сделать, провести метод исследования доплерографии сосудов головного мозга и шеи. Этот довольно надежный метод позволяет оценить состояние кровеносных сосудов мозга и шеи. И если после обследования у невролога не выявлено ничего необычного, следующим врачом, к которому стоит обратиться, является лор-врач. Он должен проверить состояние слухового нерва и внутреннего уха. В процессе таких исследований обычно выявляются те причины, которые могли вызвать головокружение. Если они не связаны с побочными эффектами лекарств, лечение головокружения может включать различные методы. Один из самых быстрых симптоматических препаратов – бетасерк, который просто устраняет симптомы. Для длительного применения может быть полезен препарат под названием Вестиба. Также существуют препараты, улучшающие мозговое кровообращение и состояние сосудов, такие как циннаризин и предуктал. Они часто принимаются курсами, примерно в течение месяца. Успокаивающие препараты, такие как седуксен, могут помочь некоторым пациентам. Также противоаллергические препараты, такие как пипальфен и димедрол, могут оказаться эффективными. Дополнительные методы лечения включают мягкий массаж шейного отдела позвоночника и процедуры расслабления, такие как флоатинг. Эти процедуры помогают расслабить нервную систему и снять нервное напряжение. Важно понимать, что главным образом при лечении головокружения необходимо установить правильный диагноз. Для этого проводятся МРТ головы и исследования доплерографии сосудов головного мозга и шеи, а также обследование под контролем врача-невролога. В некоторых случаях может потребоваться консультация эндокринолога для проверки состояния эндокринной системы. А теперь, дорогие друзья, я хочу подвести итоги. Многие из вас, вероятно, привыкли к тому, что в конце каждого видео я делаю некое резюме, выделяю основные моменты. Однако, акцент уже был сделан в начале этого ролика, но давайте повторим его еще раз. Подчеркиваю, если у вас внезапно возникло головокружение, самое важное, с чего следует начать, проверьте аннотации тех препаратов, которые вы принимаете. Это особенно важно, если это лекарства от давления, холестерина или какие-то женские гормоны, которые часто употребляются в период менопаузы. Если в аннотации упоминается головокружение или подобные симптомы, рекомендуется изменить препарат. Помните, что всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или проблемы со здоровьем. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео. Жду ваши комментарии.